Добрый день, дорогие люди! Я бы хотела к вам говорить о своем учении меджуславянского языка, за то, что подолг мене то есть интересный и необычный процесс. Он не есть подобный к моему учению других языков. Например, когда я учила себе английский в школе, немецкий в университету, то было нормальное учение правил языка с помощью подручников, учебников. Я сам привыкла к таковым методам. И вслед того моего стереотипа найперво я сама хотіла тако учитися і меджуславянський язик. Але фактично есть обратно. Я и многие люди учимо меджуславянский язык из контенту в интернету, из коммуникации. То есть мы читаем, пишем, говорим в меджуславянских чатах. И от тут добываем наши знания меджуславянского. И я сам слышала, что учение всякого языка от носителя языка есть предобрый метод. І я сам рада, що то є можливо в меджуславянських чатах. І що вище, кроме того, в меджуславянском серверу і маємо і подручники, і пауки, які делают добровольці. За мене є много мило, що комунікація в меджуславянському серверу є можлива від першого дня учення. А мы, многие люди, от первого дня учения пишем там послания меджуславянским языком при помощи словника и при помощи примеров других говорителей. Подолг мене, то есть много интересно учитися из реального разговора и в общий материальный разговор, реальный диалог со славянами от всего свету, неж учитися от симуляции, от читания или слушания диалогов в учебниках, в обычайных методах учения. Я сама мало того премного в минулости в учении других языков, и тут сейчас я сама рада покушатися пробовать нечто другое. Процесс учения меджуславянского языка я сам имала много инсайта. И один инсайт был в початку учения, когда в чат у меня рекли, что всякий человек, который знает славянский язык, имеет знания, которые он не користає в своем животу. И тут час я пам'ятаю уже много меджуславянских слов, фраз, грамматику и разумею уже вечинство их приблизно 70% в подобности к моему родному языку. Я сам приблизно всегда знала, але не могла домислитися, что я вообще-то знаю и имею в голове. И то есть доста великое знание, которое я сам и тако имала, але никако не употребляла. И тут час я сам счастлива, что могу то користатися. Как вы можете видеть, меджуславянский контент має видео, песни, мемы, тексты, анекдоты, хумор и так далее. Само очевидно, то даруває эмоциональное проживание. Как узнаємо, добрая эмоция всегда есть помочна за учение. А коли человек має добру эмоцию, он выше разумеє язык и выше легко се учи языку. Так я сам слышала от научников. И что выше я вижу, как в моей крайне некоторые научники имеют интерес
до створения таковых курсов, дабы эмоциональное проживание и коммуникация были на первом месте. И тут есть никакие назви такових научників, реально і маємо їх вище. І вони стараються так робити, але я бачу, що в меджославянському проєкту уже давно і маємо емоціональне проживання в ученні. На концу моего видео хочу сказать вам хвала за глядання. Прошу, помилуйте мене за грешки і майте добрий день і поздрав.